Друзья, всем привет! Скоро в мире будет отмечаться Международный день Димаша, а точнее день рождения нашего любимого артиста. Многие почитатели творчества певца мечтают выразить свое уважение к нему и преподнести какой-нибудь подарок. Чтобы презент пришелся по душе певцу и не оказался лишним, давайте вспомним, что же ему уже дарили фанаты. Самый уникальный подарок Димаш получил из рук Диас – автограф Майкла Джексона. И дата подписания открытки – день, месяц и год рождения Димаша. Разве это не фантастика, особенно если учесть, что певец обожает творчество Майкла Джексона? Среди самых оригинальных подарков мы бы выделили звезду на небе по имени Димаш. Одним из ярких и необычных презентов от фанатов был, конечно же, микрофон с именем певца. Димаш тогда тут же выложил в Инстаграм его снимок. «Спасибо моим золотым слушателям. Для меня это очень ценный подарок. Мой первый микрофон с моим именем», – написал он. В Дубае артисту подарили верблюда, а в Нью-Йорке эксклюзивный экземпляр наручных часов из коллекции «Астрономия» стоимостью более чем $389 тысяч и разместили огромное фото Димаша в самом многолюдном месте на главном LED-дисплее на Таймс-сквер. В Киеве гостю из Казахстана презентовали символ власти – гетманскую булаву. В Екатеринбурге – шахматы из камня под названием «Змеевик». Мы видели позже, что в эти шахматы играет дедушка с Димашем и Мансуром. Подарок певцу – шахматы из змеевика, дорогой набор, стоит несколько десятков тысяч рублей, весит более 10 килограмм. Димаш привез из гастрольного тура презент от уральских мастеров, и вот теперь мы видим прекрасный набор в доме на почетном месте. Мы все помним, что шахматы подарили артисту во время его гастролей по России в аэропорту Екатеринбурга 22 февраля 2020 года. На канале «Звездные секреты» было показано видео яркой встречи. Вот что написала нам Анна Пшеничникова. Спасибо вам за приятные комментарии. Я организатор от фан-клуба в Екатеринбурге и хозяйка Медной горы в одном лице. Говорю от себя и от моей команды вам большое спасибо за теплые и приятные слова. Очень приятно. Мы старались сделать эту встречу достойной и необыкновенной. Отдельное спасибо автору за видео. Вы большая молодец. Нам очень приятно. Да, друзья, на тот момент в Екатеринбурге была самая интересная и подготовленная встреча Димаша. Анна Пшеничникова нарядилась в замечательный костюм хозяйки Медной горы с кокошником на голове, произнесла душевную приветственную речь дорогим гостям. Димаш хоть и устал к тому моменту, но все равно даже через маску было видно, как порадовался он встрече и столь необычному подарку. Ждем очень. Настроения, всемирной любви и всенародного успеха и всегда. Футболка с нашим оригинальным принтом. Это все наши сердца, так сказать, выражены в данном изображении, которое вы раскроете. Спасибо большое. Спасибо.
будь счастлив, будь здоров. Димаш любим. Димаш очень-очень. Спасибо огромное. И, конечно же, нужно вспомнить загадочный подарок от китайского миллиардера Джека Ма в виде книги и второй подарок от Джека, но уже для всего Казахстана в виде лекарств и медикаментов в непростое время. Димаш Кудайберген поблагодарил своего друга, китайского миллиардера Джека Ма, и вот что он сказал за оказанную помощь его стране. Действительно, человек с добрым сердцем, который помогал практически всем странам мира. Сегодня он помогает странам Азии, Европе, Северной Америки, Латинской Америки и Африки. Спасибо брату Джеку Ма за включение моей страны в этот список. Надеюсь, это закончится. Мы увидимся только в праздничные дни и на концертах. Как говорится, друг познается в беде. Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма в эти трудные времена оказал огромную безвозмездную и своевременную помощь реально всему миру. Были и будут спасены множество жизней. Возможно, что основой таких поступков простого китайского миллиардера стали дружеские отношения не только между странами, но и между людьми. Джек Ма является давним поклонником таланта Димаша. Он посещал концерты певца и выражал свое восхищение. Джек Ма также оказал финансовую поддержку выступлению Димаша в Лос-Анджелесе. И певец не остался в долгу. Он является рекламным лицом китайских торговых представителей в Казахстане. Ранее Димаш успел погостить у Джека Ма 2 дня и получить подарок в виде книги, но, скорее всего, это красивая упаковка другого подарка. Что именно подарил Ма Димашу, так и осталось неизвестным. А как вам такой подарок? 2 сорта ирисов – белый Димаш и персиково-терракотовый Дайди Дау. Их вывела украинский селекционер, и сейчас эти цветы растут в саду у Димаша. Время от времени родители артиста Канат и Светлана Айтбаевы показывают в своем инстаграм великолепные коллажи, выполненные фанатами их сына. И сам Димаш часто отмечает талантливые работы Диас. При каждой встрече с дорогими, особенно в аэропорту, певца одаривают таким количеством презентов, что уже можно было бы организовать музей подарков, как это сделано в передаче «Поле чудес». Там собраны все вещи, которые дарили участники проекта. И отчасти такой музей уже существует дома у Димаша. Это портреты артиста, подаренные поклонниками. Майки с интересными надписями тоже подарки. Их певец не только хранит, но и надевает на значимые мероприятия. Например, на телевизионные передачи и интервью. Димаш пришел в такой майке и на торжественное мероприятие провода невесты к своему другу и бэк-вокалисту Расулу Усману. Заметим, что Димаш хоть и скромен, но достаточно обеспечен в свои молодые годы. Настолько, что о нем пишут в финансовом журнале Forbes. Хорошо, что при этом он успевает заниматься благотворительностью сам. Вспомним его помощь в размере 5 тонн продовольствия землякам в самое трудное время, в начале карантина.
Всемирно известный певец Димаш Кудайберген обеспечил 5 тоннами продовольствия нуждающихся казахстанцев. Широким жестом он охватил 2 города – столицу и Актобе. Этого количества продуктов хватило, чтобы помочь 100 семьям, которые лишились заработка из-за коронавируса. Доставлять пакеты с продуктами до порогов домов помогали волонтеры и члены партии Нур Отан. Димаш Кудайберген подарил $500 тысяч на здравоохранение Казахстана. Об этом сообщил президент благотворительной внеправительственной организации CURE Дуглас Джексон. Димаш, будучи амбассадором проекта CURE, выступил на праздновании Международного женского дня проекта в онлайн-формате. Собранные средства пойдут на доставку медикаментов и оборудования на сумму около $500 000 в Казахстан. Артист поприветствовал своих зрителей. Hello, I'm Dimash, Project Cure's first global ambassador. I would like to wish you a happy International Women's Day. I would like to honor healthcare heroes with my song We Are One. Скоро возобновятся живые концерты Димаша, и ему будет необходимо выезжать с командой музыкантов в разные города мира. Тогда ему точно не помешает личный гастрольный самолет. У многих музыкантов они есть. Однако, зная характер артиста, сразу можно предположить, что он не примет столь дорогого подарка. Удивить Димаша каким-то презентом весьма сложно, да и не имеет смысла, ведь из-за скромности он не примет дорогого подарка. Помните, Андрей Малахов в привычной ему манере в своей программе «Привет, Андрей» пытался узнать, что Димаш подарил своим родителям, когда стал популярным, и получил первые большие гонорары. Димаш отказался говорить на эту тему, чтобы никого не обидеть. Но, думаю, друзья, самый дорогой подарок для певца – это наша любовь к нему и его творчеству, а также наше уважение и восхищение. И цветы на концерте, и майки от фанатов, думаю, ему дороже, чем самые роскошные презенты от миллиардеров. Друзья, всем большой рахмет!